Всем добрый день! Сегодня хочу представить наш, без привлечения, бестселлер последних нескольких лет. Это ЧПУ-токарный станок для изготовления обручальных колец напрямую из трубы. Данный станок позволяет работать с трубой от 14 до 28 мм. Как и все наши машины, ЧПУ-токарный станок оснащен закрывающейся камерой, соответственно, у вас не будет никаких проблем для сбора отходов, которые легко могут быть собраны в нижней части нашего станка. Эксплуатация данного станка очень проста. Для начала вы берете трубу, загружаете ее в левую часть нашего станка, выбираете необходимую программу на панели управления и запускаете сам процесс. В наш станок уже заложены основные программы, которые позволяют делать 99% колец, которые существуют на сегодняшний момент на рынке. Оператору необходимо будет только указать основные размеры колец, ширину, толщину и то количество, которое ему необходимо сделать. Машина, после того, как это количество будет сделано, она автоматически остановит процесс, и оператор дальше сможет продолжить настройку станка, либо дальнейшую работу. Основные программы, которые заложены в нашем станке, позволяют вам получить плоское кольцо, полукруглое кольцо и также пустотелое кольцо. Соответственно, конечно же, на данном станке можно легко сделать посадку комфорт, подрезать фаски, ну и, в принципе, получить любую форму вплоть до круглого кольца, которая вам будет необходима. Средняя производительность данного станка порядка 60 колец за 1 час работы. Такая высокая производительность достигается тем, что сам процесс он полностью автоматизирован. После того, как станок сделает кольцо автоматически, оно его отрежет, соответственно, дальше выдвинет трубу на необходимую длину и продолжит процесс. Задача оператора состоит только в том, чтобы визуально контролировать процесс. И после того, как необходимое количество колец будет сделано, просто остановить работу и при необходимости поставить новую трубу. А теперь давайте сделаем наше первое кольцо. Допустим, я хочу кольцо шириной 7 мм. Для этого мы меряем параметр ширины. Вперед! Итак, работа закончена. В процессе работы к месту реза подается СОЖ. Она используется для того, чтобы охладить деталь и получить более гладкий рез. Станок использует всего лишь 2 резца. Один профильный резец для придания профиля как снутри, так и снаружи. И второй отрезной резец, который у нас отрезает уже готовое кольцо и подрезает трубу для того, чтобы начать следующий процесс. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Как всегда, чтобы узнать больше, вы можете подписаться на наш канал на YouTube, а также обратиться в любой из офисов в городе Кострома или Санкт-Петербург. Всем еще раз спасибо и увидимся в наших следующих видео.